Всем привет! Для получения кудряшек для нашей куклы я использую мои любимые палочки для суши. Нам для одной головки надо примерно 1, 2, 3, 4 пары примерно, 8 палочек. Смотрите, вот закрепляем таким образом нить и начинаем крутить на палочку пряжу, которая впоследствии будет нашими волосами. Достаточно плотно, можно как бы не в один ряд, а в 2 ряда крутить. Сейчас видео ускорится. Так, докрутили. И в конце закрепляем нашу нить. Смотрите, делаем вот такой вот раз, узелочек. Еще раз. И еще раз. Все, отрезаем нить. Вот наши палочки. И теперь мы эти палочки обрызгиваем водичкой соленой, то есть насыщенно соленой водичкой со всех сторон. Вот, и после этого идем гладить палочки. Так, пряжа наша уже в соленом растворе. Побрызгали. Утюжок ставим достаточно на большой градус. И начинаем гладить только через тряпочку какую-нибудь. У меня это марля. С одной стороны гладим, потом переворачиваем шашлычки наши на другую сторону и опять гладим. Делаем эту процедуру до тех пор, пока у нас пряжа не высохнет. Можно, конечно, оставить их на воздухе, чтобы они сами по себе высохли, но это долго. Я люблю, когда быстро все делается. Вот после того, как у нас все высохнет, мы оставим вот эти вот горячие шампурики на воздухе, чтобы они остыли. И потом покажу, как мы раскручиваем. Давайте гладим пока. Так, ну что, наши палочки остыли. И теперь мы развязываем пряжу. Смотрите, какие кудряшки у нас получаются. Я рекомендую сразу, когда начинаете раскручивать, сразу и отрезать нужную длину. Вот я возьму для ориентира палочку и буду отмерять прямо по палочке и отрезать. Сразу у нас будут готовые уже пряди, чтобы работать. Давайте размотаем их, отрежем нужную длину и
и встретимся с вами. Так, часть наших волосиков уже готовы. Смотрите, что мы можем делать. Вот есть наша куколка. Мы можем прямо на голове, на голову одевать волосы. А можем делать парик. Я буду делать парик. То есть будет вот такой вот парик. И на этом парике я одену волосики. Примерно ориентировочно смотрим, где у нас будет лоб. Ну вот где-то здесь. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мы оденем в каждый ряд вот по 14 прядей. И потом будем одевать вот так вот. В шляпную зону оденем. Давайте покажу как. Так, смотрите, вводим крючок в свободную петлю. Берем волосик, примерно складываем пополам. Вытягиваем. И такую петлю делаем. Вот такие волосики будут. Девочки. Давайте видео сейчас ускорится. Так, немножко уже одели волосики. Давайте посмотрим, как на нашей куколке это будет смотреться. Какая прелесть. Какая кудряшка у нас получается. Смотрите, я сейчас сделаю уже, видимо, вне видео, хотя, может быть, в ускоренном виде покажу. Сейчас я сделаю вот здесь пробор. Один ряд и второй ряд сделаю, и потом вокруг вот так вот шляпную зону еще сделаю, вот эту линию. Так получается красивенько.
Так, смотрите, с одной стороны пробора мы уже сделали. Вот какая у нас лялечка получается. И теперь еще вот здесь, с этой стороны, тоже сделаем еще один ряд. Будет такой проборчик красивый. Давайте сделаем. Так, сделали, смотрите, с двух сторон пробор. Теперь давайте оденем наш паричок, посмотрим, как будет на нашей куколке смотреться. Так, пробор хорошо смотрится. Теперь смотрите, что мы будем делать. Мы теперь вяжем вот так по периметру, вот отсюда сюда, и еще и по кругу, вот так. А потом мы еще сделаем, повяжем вот так вот по низу. Давайте доделаем. Так, пока еще не совсем готов наш паричок, но смотрите, какая у нас уже красота получается. Вот тут волосы очень красивые у линии роста волос. Пробор очень аккуратненький получается. Нам осталось еще сделать, вот смотрите, нам осталось еще пройтись по периметру вот здесь вот. И если будет необходимо, потом посмотрим, еще одну линию вот здесь сделаем, только на затылке, вот такую коротенькую линию. Правда красиво получается? Кстати, если вот одеть пробор вот таким образом, то у нас будет парик, если одеть вот так, то у нас будет косой пробор. Тоже очень красиво, эффектно будет смотреться. Давайте продолжаем тогда. Делаем, смотрите, по периметру, наносим волосы и встретимся. Ну что, друзья, я почти все сделала. Смотрите. Во-первых, сделала по периметру, по всему. Волосы закрепила. Потом в шляпной зоне, вот здесь, вот в шляпной зоне сделала пробор и периметр шляпной зоны. А на затылке достаточно редко вот один ряд сделала, и вот здесь буквально точечным методом еще немножко. Итого получается вот наш парик, вот наш пробор. Вот это вид сзади. И вид спереди. Сейчас оденем нашей куколки. Я тут обозначила глазки. Но пока все страшненько, потому что, ну, без глаз, без носа, ну, конечно, некрасиво. И без рук, главное, наша куколка. Но с глазами, с усами, с носом все будет очень красиво. Смотрите, какая у нас шевелюра получилась. И вот сзади мне очень нравится вид сзади. Видите, вроде как длину волос не очень большую сделали, но так как куколка у нас маленькая, получается чуть ли не до лопаток. Вот. Мне очень нравится вот такой вариант вязания волос, потому что, имея одну куклу и несколько париков, я вам покажу еще два парика, как я делаю. И можно создать, ну, в общем, и ребеночку будет интересно менять парик.
Ну и разнообразие. Кажется, что много игрушек. Смотрите, что я тут нашла. Искала размер головы, что подошел. У меня есть вот такой смешной гном, но по размеру очень подходит. Парик, смотрите, какой он смешной получается. Вот такой смешнага. Вот. Но я вам еще покажу, когда доделаю куклу, как это выглядит вообще, насколько это красиво.